3 января 2009 года. Именно в этот день Сатоши Накамото добывает первый биткоин, который должен был принести в мир полную свободу и децентрализацию для наших денег. Но проходит 14 лет, и с каждым днем рынок криптовалюты контролирует все больше и больше, а последним гвоздем в крышку гроба децентрализации стал уход CZ с поста генерального директора самой большой криптобиржи в мире Binance. События, которые произошли на этой неделе, сыграют самую важную роль для криптовалюты в будущем, потому что с этого дня крипта официально переходит в руки США. Да, друзья, начиная с 2018 года правительство США делало все, чтобы Binance потеряла статус лидера на крипторынке, и эта индустрия полностью перешла под крыло Америки. Ведь когда 20% населения США имеет крипту и покупают ее через офшорные биржи, правительство теряет сотни миллиардов долларов, которые могли бы оказаться в ее казне. Для этого в игру вступает мировой гигант BlackRock, который подает заявку на биткоин ETF буквально сразу после того, как SEC выдвигает 13 обвинений против Binance и CZ в июне этого года. И что вы думаете, как только США избавились от CZ, риторика SEC меняется на глазах, потому что если 4 года назад Генслер говорил, что в США никогда не будет крипто-ETF, то сейчас комиссар SEC Хестер Пирс прямым текстом говорит, что у SEC нет причин препятствовать созданию спотового биткоин ETF. Но главный вопрос, что это значит для криптовалюты? Ведь если рынок полностью перейдет в руки США, то все биржи, криптоприложения и кошельки, которые вы скачиваете в App Store, по щелчку пальца будут выполнять все требования США, и можно будет полностью забыть про децентрализацию. Но тем не менее это откроет дверь для крупных фондов, которые принесут на рынок миллиарды долларов капитала, что может стать отличным катализатором на самый большой памп в истории уже в следующем году. И этот сложный вопрос нам предстоит разобрать сегодня в ролике, который мы выпустили для вас не сразу, потому что собирали очень много важной информации, чтобы четко понимать, как последние события изменят криптовалюту. Поэтому перед просмотром поддержите нас лайком, и чем больше лайков вы поставите, тем раньше мы опубликуем новое интересное видео. За поддержку вам заранее спасибо. Вы на канале Coin22, меня зовут Влад, мы начинаем. Итак, друзья, пока криптоиндустрия только начинает осознавать, к чему могут привести последние события, связанные с уходом CZ из Binance, а также давление от Министерства юстиции США, нам крайне важно восстановить всю хронологию событий, чтобы четко понимать, какие сюрпризы готовит для нас правительство США на 2024 год. И, кстати, все последние новости, связанные с Binance, мы в режиме онлайн разбирали в нашем телеграм-канале, поэтому, чтобы всегда быть первым в курсе всех важных событий, обязательно на него подпишитесь. И дополнительно вы узнаете, как миллиардные оттоки с биржи Binance повлияют на цены криптовалюты. Ну а мы давайте вспомним, с чего вообще все началось. Для этого нужно вернуться в 2018 год, потому что именно с этого года биржа Binance находится под пристальным вниманием правительства США. И за эти 5 лет Америка собрала огромное количество информации про Binance, чтобы уже в этом году отправить CZ в отставку. Первые четкие шаги Конгресса начались в марте, когда сенатор США Элизабет Уоррен написала письмо CZ с просьбой ответить на некоторые обвинения и отчитаться за то, обеспечивать ли Binance депозиты своих клиентов. Но ответы ее, конечно же, не устроили, из-за чего Чампин и Джао начали обвинять во лжи. Далее подключилась SFTC, это аналог SEC, которая контролирует фьючерсы. Она подала иск на CZ и обвинила его по 7 пунктам, связанных с манипулированием рынка. После этого в мае Binance находилась под следствием Министерства юстиции за нарушение санкций против России, а уже летом началась самая жара, потому что 5 июня SEC подала иск против Binance, Binance USA и CZ по 13 обвинениям. Там SEC обвиняла Binance во всем: мошенничество, смешивание клиентских денег, отмыв и предоставление услуг клиентам из США. Тогда крипта очень сильно пострадала, потому что биткоин упал на 20% за месяц, а альты отправились тестировать свои исторические минимальные уровни, потому что давление от SEC на самую большую криптобиржу мира ни к чему хорошему привести не могло. Так вот, лето этого года стало самым худшим периодом для Binance. Сотрудники все больше покидали компанию, обвинения в мошенничестве от Минюста продолжались, а капитал CZ сокращался на глазах. И все реально шло к тому, что SEC вместе с правительством США доведут свое дело до конца и добьются полного закрытия биржи. Но давайте не забывать, что до этих событий самые крупные фонды мира, в частности BlackRock, начали подавать заявки на спотовый биткоин ETF. Вот только казалось бы, как эти события между собой связаны. А связаны они, как оказалось, очень сильно. Ведь после того, как BlackRock подал заявку на ETF, еще 16 июня инвестиционный директор Ikigai Asset Management Трэвис Клинк написал, что этот ETF не имеет шанса на одобрение, если Binance продолжит занимать лидирующие позиции на крипторынке.
рынке. И в этом есть логика, потому что когда SEC одобрит спотовый ETF, это безусловно привлечет новый приток капитала в индустрию. Ведь по прогнозам, институциональные инвесторы могут отправить в крипту более 100 миллиардов долларов, а Binance контролирует 90% всего рынка и более 80% торгового объема. И вопрос, каким образом BlackRock может составить конкуренцию Binance? А ответ никаким, потому что Binance находится за пределами юрисдикции США, и при этом CZ является главным лицом криптоиндустрии. BlackRock хочет, чтобы победителем в одобрении ETF вышла именно она и ее главный партнер Coinbase, а не биржа Binance, главу которой обвиняют в отмывании денег. Вот поэтому CZ поставили перед фактом: либо ты уходишь, и Binance продолжает спокойно работать, либо война продолжается, и весь рынок будет от этого сильно страдать. Но CZ сделал правильный выбор в пользу крипты, за что ему отдельное спасибо, ведь на этом фоне биткоин вырос на 3%, после того, как упал ниже 36 тысяч. Во время всех этих разбирательств Binance с Министерством юстиции США. И, кстати, такая волатильность на рынке в очередной раз позволила заработать участникам нашей подписки Coin22 Pro, ведь наши аналитики следят за рынком 24/7, чтобы вы ежедневно получали качественные и прибыльные сделки, как, например, шорт по монете AVAX, который принес от 60% прибыли каждому участнику Pro. А если вы новичок и не знаете, с чего начать, то начните с нашего подробного обучения на старте, которое также позволит вам получать прибыль на рынке крипты. Ведь после обучения с вами всегда будет наша круглосуточная поддержка. Для более детального ознакомления с подпиской Pro вы можете перейти на наш официальный сайт, где есть много дополнительной информации. Ну а если вы желаете получить первую прибыль уже сегодня, просто напишите нам по ссылке в описании. За счет того, что Binance является самой крупной биржей в мире, она имеет очень сильное влияние на индустрию. Ведь после того, как в ноябре 2022 года CZ написал, что Binance продает токены FTX из-за того, что они ничем не обеспечены, это стало чуть ли не самым главным катализатором в крахе биржи Кудрявого Сэма. Но также это работает и в обратную сторону, ведь Binance может легко оказывать положительное влияние на биткоин, используя свое имя, а правительство США не может себе позволить, чтобы криптовалюта, которую, кстати, имеет более 20% американцев, осталась без контроля с их стороны. Да, в Америке есть свои криптобиржи, которые работают согласно законам США, но для правительства было бы лучше, если все инвестиции шли через ETF, которые лучше регулируются. Вот поэтому сейчас все активно обсуждают теорию, что ETF от BlackRock имеет еще больше шансов на одобрение, а особенно после того, как вчера представители BlackRock провели личную закрытую встречу с чиновниками SEC, где обсуждали полную модель работы будущего ETF, и вряд ли бы SEC опубликовала эту презентацию у себя на сайте, если бы не планировала одобрять ETF в следующем году. И при этом комиссар SEC Хестер Пирс прямым текстом говорит, что у SEC нет причин стоять на пути спотового биткоин ETF. И только благодаря этому биткоин не упал после ухода CZ, а продолжает торговаться выше 36 тысяч долларов. Но как такие манипуляции со стороны США в целом повлияют на криптовалюту? Действия Министерства юстиции против Binance и CZ это гораздо больше, чем просто локальный конфликт. Ведь после скандала с FTX и связи Кудрявого Сэма с администрацией Байдена, которая получала пожертвования от Бэнкмана Фрида, Америка заняла жесткую позицию по отношению к крипте, и правительство США осознало, что без прямого влияния офшорные криптобиржи, такие как Binance, будут зарабатывать миллиарды долларов на американских инвесторах, но при этом ни одна копейка в их казну поступать не будет. И по факту CZ признал себя виновным по всем обвинениям, на которые даже не было прямых доказательств. И здесь Министерство юстиции провело отличную работу, ведь Минюст имеет опыт выдвигать необоснованные обвинения в отмывании денег, даже против обычных пользователей, потому что проведение транзакций через криптосети также можно приравнивать к отмыванию денег. И создается такое впечатление, что вся эта история с Binance, которая началась еще в 2018 году, должна была закончиться именно так. США добились своего. Binance признает себя в мошенничестве, платит более 4 миллиардов долларов штрафов, из которых более 50 миллионов заплатит CZ лично. И это вызывает много вопросов и сомнений у инвесторов, из-за чего на этом фоне клиенты Binance вывели более 1 миллиарда долларов с биржи. И все понимают, что Binance хоть и остается на рынке, но без CZ это уже не та мощная биржа, которая была раньше. После такого поражения Binance будет выполнять все требования правительства США, хотя она зарегистрирована далеко за пределами Америки. И в данном случае мы можем окончательно попрощаться с таким понятием, как децентрализация, ведь ее уже нет. Раньше CZ кое-как пытался придерживаться изначальных задач криптовалюты, а именно предоставлять полную свободу, но с приходом таких игроков, как BlackRock и других крупных фондов, это стало невозможно. Сейчас фонды хотят предоставить возможность институциональным инвесторам
банкам безопасно вкладывать свои деньги в криптовалюту, а это возможно только если они будут придерживаться законодательства США. Я не спорю, регулирование на крипторынке необходимо, но если SEC сделает такие же правила, как и на фондовом рынке, то чем тогда будет отличаться крипта? За эту свободу мы начали пользоваться криптовалютой, которая позволила проводить быстрые транзакции в любое время за сущие копейки. Но за эти годы индустрия полностью изменилась, потому что крупные игроки учуяли запах денег. И, кстати, Америка так делает абсолютно с каждой сферой, которая имеет будущий потенциал. Чего только рынок искусственного интеллекта стоит. Но рано или поздно это должно было произойти, и в любом случае крипта оказалась бы в руках США. По этому поводу глава Cardano Чарльз Хоскинсон сказал, что индустрия развивается, и мир больше не может оставаться без централизации, особенно когда сейчас деньги являются главным оружием не только Америки, но и всего мира. Отчасти для крипты это положительная новость, ведь все с нетерпением ждут, когда фонды начнут скупать крипту, когда SEC одобрит ETF. Поэтому свою стратегию я точно менять не буду, и несмотря ни на что, буду продолжать покупать биткоин. Но единственное, буду меньше использовать горячие кошельки, чего и вам советую, потому что теперь все горячие криптокошельки, которые вы скачивали, например, в App Store, США может внезапно заблокировать, если они этого пожелают. Тема на самом деле не на одно видео, поэтому давайте продолжим ее обсуждать в комментариях, где вы можете написать, что вы думаете по этому поводу. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал и, конечно же, жать на колокольчик, чтобы первым посмотреть наше следующее видео, в котором мы с вами и увидимся. Поэтому вам желаю удачи, до скорых встреч!